Автозаводы просят прикрыть импорт иномарок на физлиц, зажимают со всех сторон, сами не ездят на «Жигулях». Взяли бы на личном примере, поддержали производителя. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Объединение автопроизводителей России, сокращенно ОАР, обратилось в Федеральный Минпромторг с предложением изменить методичку начисления утилизационного сбора на автомобили, чтобы прекратить серый импорт, который ведется при помощи оформления машин на физлиц. ОАР – некоммерческая организация, которая занимается защитой интересов российских автопроизводителей. В состав объединения входят АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, КАМАЗ, Москвич, ВГУП НАМИ, Солерс, Автодор и некоторые другие компании. Коллективное обращение членов ОАР направлено в адрес главы Минпромторга Алиханова. В нем говорится, что регулирующее порядок исчисления утильсбора постановление правительства номер 1291 от декабря 2013 года устарело и нуждается в корректировке. Автопроизводители предлагают привязать утилизационный сбор не к типу и рабочему объему двигателя, а к мощности. Аргументация необходимости изменений проста. Современные иномарки чаще всего оснащаются высокопроизводительными турбомоторами, которые при этом имеют небольшой объем. Причем наши производители ничего толком не делают с турбомоторами, а если и что-то пытаются, то получается только шильдики. В результате сложилась ситуация, когда одинаковой суммой утилизационного сбора облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий, если они имеют сравнительно небольшой объем двигателя. Например, бюджетный седан Чанган Аусвин с рекомендованной розничной ценой в 1 миллион 850 тысяч рублей и объемом двигателя 1,48 литра, мощность 98 лошадиных сил, облагается утильсбором в размере 677 тысяч рублей. Такой же размер утилизационного сбора предусмотрен для автомобиля BMW X3 с рекомендованной розничной ценой 8 миллионов рублей и объемом двигателя 2 литра, мощностью 255 лошадиных сил, и для последовательного гибрида Аита М9 с рекомендуемой розничной ценой 10 миллионов рублей и мощностью 496 лошадиных сил, говорится в обращении. Система утилизационного сбора перестала обеспечивать социальную дифференциацию. Иными словами, размер платы за люксовые и бюджетные автомобили зачастую примерно равны. В объединении также считают, что механизм льготных ставок утилизационного сбора для физлиц вредит авторынку. Напомним, в настоящее время физлица при ввозе машин для личных нужд платят утилизационный сбор по льготной ставке 3400 рублей, если речь идет об автомобиле возрастом до 3 лет, и 5200 рублей, если речь идет об авто возрастом старше 3 лет. Исключение машины с мотором свыше 3 литров, для которых льготный утиль давно не действует. Физлицо, импортирующее в РФ автомобиль для личного пользования, не должен перепродавать его в течение 12 месяцев с момента ввоза. Из-за льготного окна в России за последние годы расцвел серый ввоз иномарок с оформлением на конечного покупателя, подчеркивают в ОАР. Если в прошлом году помесячная доля автомобилей, возимых в РФ на физических лиц, в общем объеме импорта составляла 1-50%, то в этом году уже 50-70% и более. В результате рынок наводнили иномарки без гарантии, системы обслуживания и снабжения запчастями. Федеральный бюджет недополучает миллиарды рублей из-за обхода потребителями и компаниями высоких коммерческих ставок утилизационного сбора, которые действуют для импортеров юрлиц. Странно, а 48% таможенной стоимости они куда дели? А никуда они не делись и прекрасно дифференцируют рынок. Физлица считают иначе, авторынку вредят не они, а вот такие вот объединения, коих развелось в последнее время великое множество, жмут потребителя со всех сторон, а сами не шевелятся. Понаплодили этих кормушек, а авторынку в стране все хуже и хуже. Вывод: кормушки не работают. Тогда разогнать их всех и авторынок не трогать. Самоизлечиться. Уже совсем скоро в России пройдет Восточный экономический форум. Место проведения
направление Владивосток. И поскольку форум дальневосточный, то совершенно очевидно, что на нем будут затрагиваться автомобильные темы. Оно и понятно, ведь главным поставщиком автомобилей в Россию сейчас стал Китай. И с таким отрывом, что всех остальных поставщиков рассматривать даже нет смысла. В какой-то момент по количеству ввозимых иномарок из Китая мы даже обогнали Мексику и Бельгию. Традиционно самые крупные рынки, которые принимают больше всего китайских машин. И не стоит удивляться Бельгии в этом списке. Понятное дело, что в одиночку бельгийцы физически не способны поглотить столько автомобилей. Но именно Бельгия является главным приемщиком транспорта из Поднебесной, откуда он разъезжает по всей остальной материковой Европе. Поэтому можно смело сказать, что Россия обогнала всю Европу по количеству закупленных автомобилей из Китая, а прямо сейчас остается в десятке лидеров, даже несмотря на падение продаж из-за возросшей ключевой ставки в этом году. Но если машины только завозить, то о каком техническом или технологическом суверенитете может идти речь? Правильно, ни о каком. Онное возможно только при непосредственном производстве внутри страны деталей, комплектующих сложных электронных систем. Как раз об этом и будут говорить на WEF 2025. В числе встреч как раз есть одна, которая так и называется «Российский автопром. Путь к технологическому суверенитету». Но встает вопрос, а возможен ли вообще тот самый технологический суверенитет? Занятно, что буквально вчера Минпромторг упростил правила локализации для компенсации производителям утилизационного сбора. Если переводить на понятный русский, то китайским маркам, которые собирают свои машины на российских автозаводах, разрешили набирать гораздо меньше баллов по локализации, чтобы компенсировать утиль. Если говорить еще проще, то при определенных условиях даже отверточная сборка может считаться достаточно локализованной для компенсации сбора. О чем это говорит? О том, что за последние 3 года мы пока не смогли сделать так, чтобы иностранные производители пришли на наши автозаводы и перешли к сборке по полному циклу, со сваркой и окраской. По крайней мере в том количестве, в котором хотелось бы. И незагруженные или простаивающие заводы еще остаются. Говорит ли это, что мы не можем добиться технологического суверенитета? Нет, никак. Ведь сам факт, что наши автозаводы занимают иностранные производители, никак нас к тому самому суверенитету по технологиям не приближает. А что тогда приближает? Если посмотреть на мировой опыт, то полный технологический суверенитет сегодня попросту невозможен. Взять микрочипы, к примеру. Важнейший компонент для любой современной электроники, будь то смартфон или планшет с мультимедийной системой в салоне автомобиля. И на рынке тех самых чипов сегодня доминирует Тайвань. Прежде всего благодаря своей компании TSMC. Но она даже не единственный производитель микроэлектроники в стране. А Тайвань — это даже не всеми в мире признанное государство. Более того, государство островное и 143 в мире по размеру территории. Вот вам и технологический суверенитет. Как России добиться своего технологического суверенитета? Выскажу свое дилетантское мнение. Полная технологическая независимость в сегодняшнем мире невозможна. И пример Тайваня это прекрасно показывает. США или европейские страны не могут обогнать его даже в сфере разработки и производства чипов. Да и пытаются ли? Получается, у них технологического суверенитета тоже нет. Но здесь еще надо понимать, какой уровень технологического суверенитета считать нормальным. В 2022 году, когда французские и японские поставщики ушли, китайские еще не пришли, а российские еще не умели. АвтоВАЗ мог выпускать только гранты и Нивы, без подушек безопасности, АБС и в ограниченном количестве цветов. Вот такая технологическая независимость у нас уже есть. Получается, что следующий шаг для нас — это прийти к тому, чтобы выпускать уже Ладу Весту полностью своими силами.
и с тем оснащением, что есть сейчас, а не просто с одним рулем и 4 колесами, а после этого двигаться к тому, чтобы полностью своими силами выпускать азимут, которого пока нет, но он в разы сложнее Весты по опциям. С другой стороны, экономику никто не отменял, и вполне может выйти так, что после достижения технологического суверенитета конечный ценник на ту же Ладу Весту будет еще выше, чем сейчас. Станет ли ее тогда покупать рядовой россиянин? Сомнительно. Поэтому мой вердикт таков: стремиться нужно, но с учетом здравого смысла и рыночных реалий. Что скажете, товарищи? Лучше пустая Гранта, но полностью своя, или азимут с китайским турбомотором, автоматом и панорамой? Давайте обсудим в комментариях, жду ваше мнение. Ну и обещанная мною шутка. Россиян, ставших жертвами мошенников в мессенджере Max, будут штрафовать за дискредитацию российского ПО. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.